На макушках гор заметно больше снега. В Ванкувере январь, самый холодный месяцмесяц Оставим снег в горах горнолыжникам, пусть радуются зиме. А я порадуюсь зеленым газонам и кустам, солнечной погоде и сухому асфальту. Зимой на улицах города снега нет, и стройки кипят круглый год. Ванкувер – город молодой, меньше 140 лет. Первые годы ушли на то, чтобы вырубить деревья. Потом построили отдельно стоящие дома, сейчас дома стоят сплошной стеной вдоль улицы. И мы видим, как воздвигают новые дома-высотки. Плотность застройки растет. Возможно, и эти отдельно стоящие дома вскоре уплотнят. Земли в городе мало, а число жителей постоянно увеличивается. Для решения жилищного кризиса город должен расти ввысь. Либо такие многоквартирные дома, либо высотки, как в центре. Университет, куда мы сейчас едем, расположен на самом конце полуострова, в удалении от центра города, отделен от плотной городской застройки парком. И даже официально не входит в состав Ванкувер-Сити. Но спокойной жизни пригорода приходит конец. Сюда тянут новую ветку метро. Первый сегмент, который сплошным оранжевым, закончат уже в этом 2025 году. Ну а то, что пунктиром, будут стараться завершить в течение следующей пятилетки. Сегодня я еду в университет и использую для этого арендованный автомобиль. Ванкувер впереди Канады всей в плане зеленой повестки. Каждый пятый новый авто электрический, но мне в прокате упорно подсовывают бензиновые машины. Ну хоть прикольным ярко-оранжевым цветом в этот раз порадовали. Тем временем мы уже заехали на территорию университета. В Канаде университеты самые комфортные с точки зрения городской среды. Здания средней высоты, не загораживающие небо, и зеленые территории вокруг с пешеходными дорожками. И если пешеходная среда дружелюбна и приятна, то парковки в университетах отличаются своей жадностью. Цена $20 в день, и то место не всегда бывает. Мне повезло, местечко нашлось. Прямо на крыше парковки расположен сад роз. В январе розы, конечно, не цветут, только пара завядших бутонов на ветвях. В этом чудесном месте, на крутом берегу залива с видом на горы и в окружении деревьев, расположен антропологический музей, название которого пишут на заборе словом из 3 букв – MOA. Здание музея на самом мысе, ближе всех к заливу. На карте территорию обозначил красным кругом. От парковки до музея пара минут пешком. Очень по-новогоднему выглядит икра в сёмге. Наконец-то музей открыт. Перед входом в музей я должен сказать, что музей построен на традиционной, исконной и неотчуждаемой земле народа Маскуэм. Большая часть коллекции музея – это культурные и художественные артефакты местных племен, а тотемные столбы стали мировой визитной карточкой культуры первых наций. Здесь, в большом зале, эти столбы чудесно представлены на фоне гор за окном. Самые высокие экземпляры достигают 20 метров в высоту. На улице тоже есть инсталляция, но там все еще ведут работы по реконструкции. Делают музей устойчивым к землетрясениям. Я попал на экскурсию, которую проводила девушка из племени первых наций. Ее дядя – настоящий индейский вождь. Сложно мне с правильным переводом. Слово «индейцы» в Канаде в современное время не употребляется. Правильно говорить «первые нации». Но в современном русском языке используется слово «индейцы». Поэтому если я говорю «индейцы», то на английском языке я имею в виду «первые нации». В Британской Колумбии проживает порядка 300 тысяч потомков коренных народов.
а по всей Канаде почти 2 миллиона, или 5% населения. 500 000 из них живут в крупнейших городах Канады. Еще 500 000 проживают на землях резерваций. Не все резервации на выселках, есть и в чертах городов. Вот карта юга Британской Колумбии. Резервации выделены красным. Их много. В Британской Колумбии более 200 племен. У каждого племени может быть несколько поселений. Ирония заключается в том, что только 5% земель были переданы от индейских племен под поселение европейских колонистов. А остальные земли по всем законам и понятиям все еще принадлежат первым нациям. Такая же ситуация и с университетом Британской Колумбии, и с этим музеем, который состоит при университете. Они стоят на землях, которые не были выкуплены. Помните картинку, где Ванкувер пытается наступать на эти земли? Теперь времена изменились, и надо договариваться и с университетом, и с племенем Маскуэм, если захочешь чего-то построить. Но давайте вернемся к экспозициям музея. Это деревянные плитки, покрытые росписью современного художника Майкла Никол Якхолаанаса. Для популяризации арт-произведений племени Хайда он объединил традиционные орнаменты племени с динамичностью японских манго и стал основателем художественного направления – комиксы народа Хайда. Без динамики не обошлось и здесь, в этой инсталляции. Поворотом рукоятки можно развернуть плитки ребром, и тогда открывается вид на культурные артефакты. И автор призывает нас погружаться в тему, впечатляться и делиться открытиями с собой и окружающими. Ну что ж, последуем совету и погрузимся. Я не буду устраивать сквозной проход по всем экспонатам. Покажу только те, которые меня удивили. Начнем с деревянных коробок. Очень полезная вещь. Вот горшок пустой, он безвестно стой, он никуда не денется. Но это не сундуки для хранения вещей, а котлы для приготовления рагу из оленины или ухи из лосося. Раскаленные камни кидали внутрь и так кипятили воду. Изготовить такую герметичную коробку требует изрядного мастерства, чтобы по швам не текла. В этих же коробках еду могли и дарить во время празднований. А это не ванна, а блюдо для сервировки еды. У нас похожая тема — это тазики салата на Новый год. Ну а здесь красивое огромное деревянное блюдо, а не тазик. Вариантов множество, и размер имел значение. Через обилие еды вожди племен демонстрировали свои богатства во время потлачей. Это такие фестивали, во время которых не только обильно кормили, но и щедро одаривали гостей. Через демонстрацию щедрости и устанавливался авторитет клана и племени. Какие большие маски! Но это не маски для лиц. Это крышки для этих деревянных гигантских блюд. В этом зале можно оказаться с виртуальным туром и все внимательно осмотреть. Ссылка на виртуальный тур будет в описании. Тотемные столбы – это высокохудожественные объекты, которые воздвигали для памяти предков, иллюстрации легенд и верований, а также в честь значимых событий и героев. Существует 7 основных типов тотемных столбов. Мемориальные столбы, которые устанавливаются, когда дом переходит из рук в руки, чтобы почтить память прошлого владельца и идентифицировать нынешнего. Домовые столбы, которые поддерживают крышу. Портальные столбы, которые образуют входную группу. Приветственные столбы, которые часто размещаются на краю территорий или водоемов, чтобы идентифицировать владельца. Погребальные столбы, где прах усопшего хранился в верхней части. И столбы позора, на которых вырезается и изображается в потешном виде обидчик клана. Технически у мастеров-художников можно заказать персональный столб.
Цены порядка 10 тысяч за метр и выше. Плюс доставка. У индейцев не было письменности, и тотемные столбы играли и играют роль материального доказательства культурного и экономического богатства. Если провести аналогию, то в качестве правдивости новости или факта раньше говорили, в газете напечатали или по телевизору сказали, а индейцы могут сказать, вон смотри, на столбе вырезано. Из забавного, газетам и телевизорам сейчас уже никто не верит, поэтому программисты тоже отсылают к столбам. Так и говорят, иди, смотри логи. А ведь в переводе с английского лог — это бревно. Давайте разберем 3 самых популярных мифа о тотемных столбах. Миф первый. Все племена индейцев вырезали столбы. Нет, только индейцы, проживающие на берегу Тихого океана на севере Америки. То есть большинство столбов в Канаде, в Британской Колумбии, ну и на Аляске. Миф второй. Столбы имеют религиозное значение, такое же, как иконы. Опять нет. Конечно, связь с миром духов, с предками представлена на столбах, но на столбы не молились. Ну и третий миф, что фигура наверху столба самая важная. Это не так. Это в западной цивилизации пентхаус в высотке самая крутая квартира. У индейцев наоборот. Нижняя фигура держит все на своих плечах. А также, как правило, расположена на уровне глаз зрителя и ближе всех к нему. Каждый клан ведет свою историю от предков, связанных с тем или иным священным животным. Почитают медведей, орлов, воронов. Соответственно, и кланы называются по имени животного, связанного с прародителями. Затем вся долгая история клана попадает на столбы в виде резьбы. А если вы великий воин или охотник, и ваш силуэт может быть высечен в кедре. А здесь уже английскими буквами пишут, что как бы жизнь не кидала тебя по миру, как лодку по волнам, твой народ твой якорь, который удержит тебя и не даст потеряться. Каменный якорь тут же для наглядности. Рядом и весла, которые опять напоминают, что племен много и все уникальны. Даже весла отличаются по форме и орнаментам. Музей антропологии Университета Британской Колумбии – один из первых музеев в мире, который организовал свободный доступ к своим хранилищам. Обычно музеи выставляют на экспозицию малую часть, а все остальное лежит в запасниках, куда можно попасть только по специальному пропуску. Здесь под витринами выдвижные ящики с экспонатами хранения. В витринах самые интересные объекты – церемониальные одежды, маски, куклы с подвижными частями тела. Оказывается, куклы использовались для представлений. В темных, плохо освещенных помещениях нити, которые приводили кукол в движение, были практически не видны, и куклы двигались как бы сами по себе. Ну или как это можно вообразить, по воле духов. Образ и форма анимированных объектов ограничивались только фантазиями создателей. И судя по некоторым экспонатам, некоторые шоу имели ценз 18+. Тут несколько комнат, и все от пола до потолка наполнены экспонатами, чего только не попадается. Для зануд установлен электронный каталог. Я пытаюсь найти погремушку. Помните доску, где вырезан охотник? В одной руке у него нож, а в другой погремушка. Ага, нашел. Вот она, на витрине. Ходят легенды, что с помощью звука погремушки можно загипнотизировать медведя и затем победить его каменным или костяным ножом. Отчего-то мне кажется, что погремушка больше служила для контроля численности молодых охотников. Местные медведи гризли, очень агрессивны и, как мне кажется, гипнозу не подвержены. А здесь маска закрыта тканью. Ее используют для церемоний, вывозят время от времени в место проживания племени, а в музее она находится для сохранности. Для показа праздной публике не предназначена. Такова воля племени.
и к этому в музее внимательно прислушиваются. Племя может попросить вернуть реликвии по месту жительства, или наоборот, передать особо ценные экземпляры на хранение. Были случаи возврата реликвий, вывезенных за пределы Канады. Среди множества экспонатов я заметил вышивку бисером. Это же что-то из прерий и из культуры метисов. А поделки из камня и кости — это уже инуиты. По-русски эскимосы, но это обидное для них слово в Канаде, поэтому называйте правильно — инуиты, что в переводе с их языка означает «люди». Впечатлил каяк. Дизайн конструкции выглядит очень современно, хотя этой конструкции уже больше 1000 лет. Каяки и каноэ очень популярны в Канаде для спорта и отдыха. Интересно, устраивали ли инуиты гонки на каяках? Первые нации. Метисы и инуиты. Все группы коренных народов Канады здесь в музее представлены. И можно наглядно убедиться, что культура коренных народов широка и разнообразна, и не сводится к томагавкам, трубкам мира и вигвамам. А когда видишь следующую маску, то понимаешь, что это уже не Канада. Так и есть. В коллекции музея собраны экспонаты со всего мира. Поэтому музей так меня и впечатлил, когда я был здесь в первый раз 12 лет назад. Очень плотно все расположено. В одной комнате полмира представлено. Экспонаты один другого неожиданней. Видишь такой набор мечей из дерева и зубов акулы, и понимаешь, что у этих племен даже камней нет для каменных ножей. Живут на песчаных островах. Острова Микронезии. Каков меч, такова и броня. Плетеный доспех, а на пузе еще и кожа ската. Говорят, даже от мушкетной пули мог защитить. Ох уж эта тема оружия. Я Океанию больше по мультфильму «Моана» представлял, где на лодках плавали. А также в памяти всплыл карго-культ, как только увидел этот плетеный мотоцикл. От культур микроостровов можно перейти к глобальным культурам. Эта золотая статуя Будды породила множество споров. До сих пор не определились, в Китае или Японии она изготовлена. С самураями все намного проще. Всем понятно, что это Япония. Индию тоже сложно с чем-то иным перепутать. А тут внезапная Европа, Северная Португалия. Народное творчество, которое из деревень и от самобытных артистов, в чем-то сродни творчеству племен со всего мира. Даже костюмы для обрядов схожи в попытках впечатлить неожиданными цветами или пугающими формами. Цветной костюм португальский, а из овчины – славянский. Один раз увидишь, не забудешь. Костюм курент. А это танец народа Чимшан. Где-то на Аляске. Антропологический музей сотрудничает с современными художниками. Бережно поддерживает сохранность предметов старины. Предоставляет площадку для культурного обмена. Музей признан как один из ведущих центров по сохранению культуры коренных народов Канады. И, самое важное, музей выстроил доверительные отношения с первыми нациями. Нужно сделать хай-файв.
самые величайшие художники этих племен с удовольствием сотрудничают с музеем. Так, Билл Рейд создал одну из своих работ специально для музея. Деревянная скульптура ворона, который находит прародителей народа Хайда в ракушке. Люди напуганы окружающим миром, но по легенде все-таки выходят из ракушки. Изображение скульптуры даже было представлено на 20-долларовой купюре. На банкноте она была на другой стороне от изображения королевы Елизаветы, а открывать скульптуру для публики приезжал сын Елизаветы, принц Чарльз, который сейчас король. Так, обхожу скульптуру и не понимаю, как ее показать, без лишних анатомических подробностей. Ага, теперь понятно, как они на купюре выкрутились. Сменили масштаб картинки. Символично, что бетонное основание скульптуры служило постаментом для орудия, которое защищало вход в бухту во время Второй мировой войны. Сейчас на постаменте скульптура народа Хайда, которая защищает культуру коренных народов. Не музей, а просто свет в окне. В окне, прорубленном между западной цивилизацией и цивилизацией коренных народов Канады. Музей, здание которого стоит на берегу Тихоокеанского залива, с видом на горы и среди деревьев, на традиционной, исконной и неотчуждаемой земле народа Маскуэ.